Всем привет, с вами я, Сэмзэй. Это рубрика «Путешествие по Москве». Красивое, живописное место. Воробьёвы горы – самое излюбленное место для жителей Москвы, гостей столицы. Сейчас бы прогуляться в Лужниках. Но как? Вы когда-нибудь ездили на канатной дороге? У кого боязнь застрять в воздухе или просто боится высоты, для них это будет настоящим испытанием. А для тех, кто хочет немножко адреналина, для них это не составит труда. В европейских городах и местечках имеется огромное количество канатных дорог. Я бы их разделил сразу на два вида: городские и, так скажем, природные, горные. В России этих канатных дорог немного. Одна из самых известных – это Нижегородская канатная дорога. Имеет всего лишь 2 станции, а длина этой канатной дороги почти 3 километра. И проходит над Волгой. Но в России одной канатной дорогой стало больше. 26 ноября 2018 года открылась Московская канатная дорога на Воробьевых горах. Сейчас пока вот мы едем. Летом, как всегда, очень много туристов приезжает к нам в Москву. Московская канатная дорога небольшая по длине, 720 метров. Имеет всего лишь 3 станции. Станция Воробьёвы горы, станция Новая Лига и станция Лужники. В общем, мы сейчас с вами прокатимся на канатке. Вот она, станция Воробьёвы горы, канатная дорога. Сейчас мы с вами зайдем. Но для этого нужно купить билет. Кстати, билеты здесь очень сильно варьируются в зависимости от дня и количества проездов. Естественно, только в одну сторону стоит, конечно, дешевле, а если туда и обратно, соответственно, дороже. Вот обратите внимание, как сильно разнятся билеты. Я сегодня взял такой билет. Наша поездка билет туда-обратно 250 рублей. То есть это стоимость вторника туда и обратно. Как раз 250 рублей. Ну что ж, сейчас мы с вами сядем на канатку и посмотрим на красоты Москвы. Сейчас поднимемся на 2-й этаж, и как раз нас ждут кабинки. Вот пока я нахожусь здесь, на станции Воробьёвы горы, ну вы представляете, какова себе высота. Где-то метров 5-8, не больше. Но все равно, так скажем, небольшой адреналин точно будет.
Так, ну что, у нас сейчас закрываются двери. Там сейчас очень простой механизм. Ну что, мы отправляемся с Воробьёвых гор в Лужники. Так, немножко страшно. Я причем это во второй раз. Первый раз был, когда был зимой. А сейчас это во второй раз. Все равно, так скажем, немножко дух захватывает. Страшно, так или иначе. Так, а мы с вами прибываем на станцию Новая Лига, выход на Воробьевскую набережную. Нет, кстати, станция работает, как ни странно. Но может, в принципе, даже это хорошо. Так, мы отправляемся уже в сторону Лужники. Мы сейчас будем пересекать Москва-реку. Вот здесь, конечно, по-настоящему будет захватывать дух. И пока мы будем подниматься, слева Москва-Сити. Первые проекты были еще в 1991 году, однако реализация началась только в конце 90-х, начало нулевых. Об истории Москва-Сити можете посмотреть видео «Музей смотровая Москва-Сити». Сейчас уже реально страшно ехать. Ну ладно.
трассе к станции Лужники и к одноименному стадиону Лужники. Но все равно, блин, дух захватывает над Москвой рекой кататься. Вау. Вот это вот это уже, так скажем, экстрим. Так была мини-остановка. Сейчас, может быть, еще чуть-чуть. Но уже нет, такого не будет. Итак, прибываем на станцию Лужники. Здесь небольшая тряска будет. Так что вот так. Как красиво делать кадры летом, когда все зелено, так скажем, в различных оттенках зеленого. И канатная дорога здесь тут рядом. Ну здесь просто красота. Блин, к сожалению, против солнца все сбивает это видение. В 10 минутах пешком находится Нужнецкий метромост, а там же и станция метро Воробьевы горы, Сокольническая линия. Красивое живописное место, набережная Москва-реки. Так, чуть-чуть прогуляемся по Лужнецкой набережной, так, неподалеку от канатной дороги. Расскажу про сами Лужники. Первое упоминание Лужников встречается в духовной грамоте князя Юрия Васильевича 1472 года. Скорее всего, речь шла о селе в районе Якиманки. Более достоверное упоминание — это 1638 год. Слобода, Малые Лужники под Новодевичьим монастырем. Название Лужники обычно связывают с низменной луговой местностью, затопляемой в половодье. Есть версии, связанные с профессиональной деятельностью жителей. Либо лужников, лудильщиков, кадельников, либо крестьян, пасших лошадей и заготавливавших сено на государевых лугах. Есть другая версия. Название Лужники происходит от бывших здесь в старину обширных заливных лугов, хотя некоторые производят это название от луж, действительно сохранявшихся здесь долгое время после весенних разливов Москва-реки. Но из-за таких вот катаклизмов Лужники заселялся очень медленно. Как раз причиной того, что это была постоянная опасность различного рода военных вторжений, ну и из-за того, что каждый год эта местность сильно затоплялась. Стадион Лужники — официальное название большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники. Также большая спортивная арена и Лужники. До 1992 года большая спортивная арена Центрального стадиона имени Владимира Ленина. Он был построен в рекордно короткие сроки, за год и 85 дней. Был открыт 31 июля 1956 года товарищеским футбольным матчем. Летом 1956 года принял первую спартакиаду народов СССР, а через год, в 1957 году, 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Лужники за весь период Советского Союза принимал очень много спартакиадов и, конечно, главное спортивное мероприятие — Олимпиада в Москве 1980 года. После распада Советского Союза Лужники продолжал принимать спортивные мероприятия, не только футбол, но и даже
легкая атлетика. Даже в чемпионат мира по легкой атлетике проводился именно в Москве в 2013 году. И были еще концерты различных групп, рок-групп. Были музыки, так скажем, тяжелого стиля, хард-рок, рок, хэви-метал и другие. Реконструировался несколько раз. Последний раз большая спортивная арена Лужники была закрыта на реконструкцию в 2013 году. Открытие после реконструкции состоялось в 2017 году. Входит в десятку по вместимости среди футбольных стадионов Европы. Принимал матчи Кубка Конфедерации, а в 2018 году принял матч открытия, другие матчи и матч закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом грандиозном событии вы можете посмотреть спецрубрику «Чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Город Москва».